Морские происшествия, их виды. При использовании любого вида транспорта неизбежно случаются несчастные случаи. Несчастные случаи происходят из-за ошибок по небрежности, но их последствия длительны и затяжны. Дорожно-транспортные происшествия, железнодорожные катастрофы и аварийные посадки самолетов – это происшествия, о которых сегодня привыкли слышать все. Подобным образом происходят даже морские аварии, влекущие за собой несчастные случаи и возмещающие ущерб. Однако, в отличие от предыдущих 3 случаев, существует несколько возможных типов морских аварий. Океаническая акватория очень обширна, поэтому вариации аварий также многочисленны. Последствия морских аварий затрагивают не только людей, но и морских существ, морскую среду и экосистему. Представляем вам 10 основных известных типов морских аварий, которые можно перечислить следующим образом. Первый. Аварии круизных судов. Круизные суда составляют очень важную часть туристического маршрута людей. Однако на круизных судах чаще всего происходят морские аварии. Круизные суда могут перевернуться или столкнуться с тяжелыми погодными условиями, что приведет к серьезным проблемам с судном. Еще один важный случай аварий на круизных судах произошел из-за халатности со стороны рабочих. По статистическим данным, почти 75% пожаров происходит из-за простой ошибки людей, работающих на круизном лайнере. Второй. Аварии с морской нефтяной вышкой. Недавний разлив нефти в Мексиканском заливе произошел в результате аварии на морской нефтяной платформе. Морские нефтяные вышки представляют большую опасность с точки зрения их тяжелого оборудования и сложности задействованных процессов. Даже незначительная ошибка из-за небрежного отношения к простому процессу или недосмотра в работе какой-либо части машины может привести к огромным разрушительным последствиям во всем мире. Третий. Аварии на буксирах. Буксиры – это те, которые помогают перемещать огромные корабли в доки. Они небольшие по своей природе, но достаточно мощные, чтобы обеспечить безопасное обращение с большими судами. Но иногда из-за закрытия видимости буксиров более крупными судами случаются морские аварии. Также человеческая ошибка со стороны пилота буксира также может привести к нежелательным и неожиданным авариям буксира. Четвертый. Аварии на танкерах для перевозки сырой нефти и грузовых судах. Основной причиной аварий на грузовых танкерах являются взрывы. Поскольку сама природа материалов, перевозимых этими танкерами, опасна и легко воспламеняется, даже самый незначительный взрыв может привести к огромным потерям. По статистике, одной из основных причин аварий нефтяных танкеров является халатность рабочих – около 84–88%. Пятый. Посадка судов на мель. Судно садится на мель, когда дно корпуса корабля царапает дно океана. Этот тип морской аварии оказывает большое влияние на корпус корабля и в большей степени на всю океаническую зону, где посадка на мель начала происходить и, наконец, достигла кульминации. Опасность для рабочих на борту корабля является еще одним важным последствием аварии. Шестой. Морская авария из-за наркотиков и алкоголя. Злоупотребление наркотиками или психоактивными веществами является серьезной проблемой во всем мире. Даже в морском мире злоупотребление психоактивными веществами может нанести непоправимый ущерб. Если рабочие конкретного корабля злоупотребляют психоактивными веществами или алкоголем, безумие, вызванное зависимостью, может заставить рабочего вести себя беспорядочно и тем самым привести к нежелательной морской аварии на борту корабля. Седьмой. Аварии на верфях.
Верфь – это место, где корабль собирается и строится целиком. Несчастные случаи при подгонке и сварке являются обычным явлением на верфях, которые могут спасти жизнь рабочего, но снижают общую работоспособность рабочего. Точно так же постоянное вдыхание ядовитых паров также становится еще одной причиной аварии на верфи. 8. Морские происшествия на вспомогательных водолазных судах. Люди, желающие исследовать тайны морских глубин, используют вспомогательные водолазные суда, чтобы погрузиться в воду. Однако, если водолазное судно непригодно, и если экипаж действительно не в состоянии контролировать и эффективно маневрировать всей операцией, может произойти крупная авария. 9. Несчастные случаи на барже. Несчастные случаи с баржами происходят в основном из-за общей конструкции самих барж, что позволяет им ограниченно двигаться по воде, а также из-за проблем с буксирным оборудованием баржи. Эти проблемы могут быть вызваны неопытностью человека у руля буксирующего катера или использованием неисправных буксирных тросов. 10. Несчастные случаи при перевозке грузов. Это случаи, произошедшие с работниками, работающими перевозчиками грузов. Однако, согласно нескольким расследованиям морских происшествий, было сообщено, что грузчики преувеличивают свои травмы, полученные при перевозке грузов. Из вышеперечисленных типов морских аварий видно, что ошибки со стороны рабочих и операторов играют основную роль в возникновении аварий. Но для того, чтобы выяснить, какова была действительная причина морской аварии, необходимо провести расследование морской аварии. Расследование морского происшествия поможет сузить круг фактической причины происшествия, что поможет лицам, заявившим о возмещении ущерба, с абсолютной ясностью потребовать причитающееся им по праву. Посадка судна на мель, пожары, нарушение герметичности корпуса и столкновения – вот основные причины, приводящие к гибели судов. И хотя другие причины трагедий в морской практике встречаются гораздо реже, профессия моряка продолжает оставаться одной из самых опасных. Безопасность на море – проблема мирового масштаба, и решить ее можно только совместными усилиями.